Всем привет, я Саша Демин, и это канал Что Реально. В этом видео будут три вещи, которые я просто обожаю. Велосипеды, экологический транспорт и украинцы, которые производят годные товары, которые ни в чем не уступают иностранным брендам. Сегодня я проведу тест-драйв вот этого электровелосипеда, который собирают в нашей стране. Я сразу скажу, это не рекламное видео, денег мне не заплатили, поэтому я буду говорить не только о плюсах, но и о минусах. И в конце сделаю вывод, стоит ли вообще в условиях нашей страны пользоваться такими велосипедами, выгодно ли это и стоит ли вообще его покупать. Итак, представляю вам электровелосипед от компании Electric Horse. Знаю, что в комментах уже по традиции будут писать: это не украинский велик, детали производят в Китае. Не буду отговаривать, пишите, я люблю не только хорошие отзывы, а еще и негативные, но все равно попробую доказать обратное. Да, движок модели Циклон приехал из Тайваня. Да, передняя вилка Volcano. Подвеска тоже из Тайваня. Батарея от компании Kettle из Китая. Но при этом основной разработкой модели занимались именно наши земляки. Методом проб и ошибок в течение 2 лет они создавали электровелик, что называется, под себя. Кстати, компания Kettle делает батареи для электромобилей Tesla, BMW, Honda, Toyota и многих других. Так что можете написать еще Илону Маску, что его Tesla не американская, а китайская. У него вот есть ключи, прям как у настоящего мотоцикла. Один поворот, и все, я готов ехать. Здесь есть фонарик. Когда включаешь велосипед, то у него сразу загорается фонарь на ближнем свете. Но можно включить дальний. Сейчас, кстати, при этой погоде не видно, но здесь есть дальний свет. Также здесь есть бибикалка. Круто, люблю бибикалку. Его можно легко кастомизировать и добавить, например, поворотники. В этой версии поворотников нет, но если что, вот, кстати, тут даже есть специальная кнопочка для этого. Мне нравится его вилка. Она очень мягкая. То есть, я думаю, проблем с кочками у меня сегодня быть не должно. Вот есть, кстати, такой вот тумблер, который можно контролировать уровень ее жесткости. Бывает, что закончилась у тебя батарея, и ты такой думаешь: блин, вот что делать, как мне докатить? Вот если на скутере человек едет, то у него, конечно, сразу возникнут проблемы. Так как это электровелосипед, у него есть педали, и для меня, как для велосипедиста, это очень приятный бонус. Здесь есть 7 скоростей, кстати, на педалях. За что мне нравится этот велосипед? Так за то, что выглядит он как такой маленький мотоцикл, но на самом деле права для него не нужны. Фишка в том, что категорию А1 нужно получать только если двигатель вашего транспортного средства выше 3 киловатт. И вот тут самая мякотка. Движок Циклон на бумаге 2,4, но ребята из Electric Horse форсировали его до 5. Это означает, что разгоняется он до 60 км в час, и это с встроенным ограничением. Вообще из него можно выжать намного больше. То есть по мощности он как электроскутер, но за вождение без прав тебя не оштрафуют. Но большая мощность – большая ответственность. Так что если у вас нет прав, как и у меня, то вы все равно должны соблюдать правила дорожного движения и носить шлем. Я стартовал на Софийской площади в самом центре Киева, и моя цель была для начала обкатать зверя в условиях города, а потом уже покинуть столицу и ехать до тех пор, пока батарея не сядет, чтобы узнать, как далеко мне удастся доехать на одном заряде аккумулятора. Первые километры для меня были самые нервные. Я велосипедист с 25-летним стажем. В свое время гоцал на дедовском мопеде Карпаты и на скутере, но все равно нервничал, когда газовал на электробайке. Слишком быстро уж он ускорялся. Больше всего меня смущало отсутствие звука двигателя. Я привык, что ускорение всегда должно сопровождаться зычным врум-врум. Здесь же движок работает практически беззвучно. Вообще все зависит от того, как натянуть ремень трансмиссии. Если сильно, то он издает больше шума. Да, кстати, на этом электровелосипеде ременная передача. Знаю, что многие байкеры предпочитают цепь, но я не считаю это недостатком. Как по мне, ремень экономичнее и проще в обслуживании. Первые километры я решил ехать по веломаршруту, чтобы немного освоиться, а уж потом тестировать его по-взрослому.
тестовая проездка была жесткой. На самом деле тяжело привыкнуть к тому, что он очень резвый. Чуть-чуть вот слегка добавляешь газу, и он мчит, что дурной. Мне нравится, что, конечно, можно на нем, не стесняясь, заезжать на велодорожки. Но иногда у меня, знаете, я чувствую, когда я заезжаю на велодорожки, у меня какой-то появляется комплекс неполноценности. Я как будто бы... Ну, то есть, вроде я еду на велосипеде, это мое место на велодорожке, но просто я чувствую себя как будто на мотоцикле. Я отправился в сторону Труханова. Настало время тестировать тормоза. На моем пути был жесткий спуск, где мне предстояло забыть про газ. На электробайке 2 дисковых тормоза, точно так же, как и у меня на велике. Правда, мой велосипед весит 16 килограмм, а вес электровелосипеда от Electric Horse около 55, плюс мои 70. Так что тормоза должны быть реально крепкими. Но мои опасения остались лишь опасениями. Тормоза электробайка хорошо справились с крутыми склонами, и уже через пару минут я врывался на Труханов остров. Тут на хорошей дороге я уже в полной мере попрактиковался в управлении. Кстати, на Трухановом я встретил брата электровелосипедиста из службы доставки, который оценил мой велик. У него, кстати, тоже собранный в Украине, но другой компанией. По функционалу они были очень похожи, только на моем была чуть лучше вилка, а еще движок у него был на заднем колесе, а у меня по центру. Благодаря этому на моем лучше работает подвеска и есть возможность быстрее набирать скорость. Я выявил одну большую проблему этого электровелосипеда. Он слишком резвый. Ты выезжаешь на хорошую дорогу, и ты прям очень хочешь нарушать. Я ехал вот здесь по острову Здоровья, тут максимальная скорость 20 километров, у меня не получалось. Я еду с 20 километров, мне кажется, я просто плетусь. Я там разогнался где-то до 50. Я потом увидел полицейский, который там стояла полицейская машина, я думал, ну все, капец, сейчас меня примут, оштрафуют. Слава богу, они сами что-то снимали, там, видимо, какой-то рекламный ролик их, и им было не до меня. Но я так сбросил скорость, думаю, фух, тихо. Короче, я решил сделать небольшой крючок. Почему я решил заехать через остров Здоровья сюда? Потому что здесь находится трасса для эндуро-мотоциклов. Я понимаю, что тестировать такую лошадку в режиме города, как-то, слишком просто. На асфальтовых дорогах он уже показал себя неплохо. Я хочу его протестировать на жесткой трассе и посмотрю, как он будет себя держать на горках, на грунтовке. В общем, сейчас посмотрим. И вот на этой жесткой трассе раскрылось главное отличие этого электровелосипеда от скутеров, моноколес, электросамокатов и более дешевых электровеликов. Они никогда не проедут там, где может проехать он. Не зря такие модели еще называют электрофэтбайками. Ширина колеса у него 3 дюйма, диаметр 24, на усиленных втулках. При таких данных он отлично справляется с грязью, песком, а также с легкостью заезжает на крутые холмы. Я на нем с 0 км в час заезжал под горку больше, чем в 50 градусов и прочувствовал всю мощность в 10 лошадок и 40 ньютонометров крутящего момента. На нем можно не боясь прыгать. Приземляется он мягко, несмотря на свой немалый вес. Единственное, что в идеале для такой трассы нужны специальные покрышки. На этом стояли городские, и за счет этого местами сцепления с дорогой было не идеально. Вообще на такой трассе из него можно выжать еще больше. Но у меня мало опыта, и я откровенно побоялся выполнять некоторые трюки и прыжки.
Я неплохо так оторвался на эндуро-трассе и решил, что готов ехать уже по-взрослому. И даже бросил вызов моим друзьям на Т4 Volkswagen. Мы одновременно стартовали в районе Северного моста и должны финишировать через 20 километров в Вышгороде. Я понимал, что шансы обогнать бус у меня невелики, но эксперимент мне показался интересным. Если будете брать такой электровелик, обязательно заказывайте в комплектации с поворотниками и зеркалами. Особенно зеркалами, потому что когда ты едешь в шлеме, очень неудобно постоянно оглядываться назад. Меня больше всего напрягало, что приходится крутить головой и следить, нет ли никакой помехи в виде очередного киевского лихача. Условия для гонки были явно не в мою сторону. В этот день пробок в Киеве почти не было, но мне все равно удалось вырваться вперед. Я стал читить и на светофорах объезжал машины по пешеходным дорожкам. Сразу скажу, что я такое не одобряю и считаю, что велику не место на пешеходке. Но уж очень мне хотелось победить в этом соревновании. К тому же людей на дороге не было. Но мое первенство было недолгим. На выезде из Киева почти не было светофоров и мест, где можно было срезать. Поэтому ребята меня догнали, а уже за городом обошли, оставив далеко позади. И вот тут я ощутил, что это все-таки не мотоцикл, а электровелосипед. И 60 км в час не так уж много на фоне машин, которые могут выжать за сотню. В общем, мои друзья на микроавтобусе проехали 20 километров из Киева в Вышгород за 24 минуты. Мне понадобилось 36. Настало время проверить мой запас батареи. Я потратил только четверть своего заряда. Я проехал где-то 36 километров. Плюс-минус. Ну вот сейчас, я думаю, будут точные титры с точными данными. Это хорошо, но я думаю, что далеко мне придется заехать от Киева, потому что как бы аккумулятор еще ему далеко до того, чтобы сесть. Наверное, главное преимущество этого электровелосипеда – батарея. В отличие от большинства конкурентов, она прослужит прям очень долго. Рассчитана она на 2000 циклов. Это примерно 7 лет работы. При этом после этого емкость упадет на 22% и будет продолжать работать еще очень долго. Следить за батареей можно со своего смартфона, подключившись к ней по Bluetooth. Перед тест-драйвом я лично пообщался с одним из создателей этого электровелосипеда и выяснил, как его заряжать и отразится ли это на твоем кошельке, когда придет время оплачивать электроэнергию. Батарейка емкостью 3 киловатт-часа. То есть с розетки он где-то возьмет примерно столько же, 3 киловатт-час. Умножаем на гривну 68, это если у вас обычный тариф. 6 гривен одна полная зарядка? С нуля, прям с нуля, да. И 6 гривен 100 километров? Да. Неплохо. Сначала мы берем зарядку. Образно где-то ее ставим, и сначала в розетку, чтобы конденсаторы зарядились. В этой зарядке есть два режима. Более быстрый и более медленный. 10 ампер позволяет зарядить этот байк за 5 часов с полного нуля. Полный ноль — это когда он полностью уже не может ехать. 15 амперная зарядка — это около 3 часов. Это опять-таки с нуля. В реальной жизни обычно это около часа-полтора, когда уже прям целый день отъездил. То есть ошибиться здесь невозможно, здесь есть ключ. Все. Я планировал, что очень быстро посажу аккумулятор, но по факту я все ехал и ехал вдоль Киевского моря, а коварная батарея все никак не садилась. Поэтому, чтобы скоротать время, я проводил разные эксперименты. Хочу провести сейчас один эксперимент, проверить, за сколько он пролетит 100-метровку и как быстро наберет максимальную скорость. 1, 2, 3. Хороший результат. 9,96. Ну, 10 секунд буду считать. До максимальной скорости я разогнался за 5. Собственно, неплохо. Мне нравится результат.
Я думаю, что как для электровелосипеда это очень неплохо. Когда вот я уже покатался по этой трассе, иногда хочется уже чуть больше 60. За городом я стабильно выжимал 60 км в час, поэтому через 1,5 часа наконец-то почувствовал, что скорость моего байка стала снижаться. Это был признак того, что батарея скоро сядет. Сделано это для того, чтобы вы дотянули до ближайшей розетки. Когда едешь медленно, то медленнее и садится батарея. С этого момента я решил не ехать дальше по трассе и добить остатки на грунтовке. Всего я проехал 98 километров, плюс где-то 6 км я накатал на трассе для мотофристайла, чтобы ушатать аккумулятор в ноль. Скажу так, если будете ездить по городу со средней скоростью 30-40 км в час, то целый день можно кататься без подзарядки. Скорее всего, он проедет все 150 километров. О плюсах его я говорил сегодня, в принципе, целый день. Наверное, настало время поговорить о минусах. Самый главный его минус – это цена. Стоит он, в общем-то, около $3000. Это, конечно, очень дорого. Еще я бы отнес к минусу то, что использовать его как велосипед не очень удобно. То есть педали относительно сидушки расположены так, что крутить их некомфортно. Использовать их можно только в крайнем случае, если батарея полностью разрядилась и нужно срочно добраться до розетки. Круто, что на него не нужно получать права никакой категории. Очень круто, что при этом он может гонять по бездорожью, по пескам, по грязюке. На нем можно прыгать, преодолевать разные расстояния. Очень круто, что его легко заряжать. Очень круто, что его можно хранить дома. Комфортно ли хранить его дома? Не знаю, но это реально. Потому что, по габаритам он такой же, как и мой велик, который я держу у себя на балконе. Вонять он не будет, потому что он не бензиновый. Если вы просто любите спокойненько покататься на величке по городу и не хотите крутить педали, то, в принципе, наверное, вам стоит покупать обычный электровелосипед. Скорость его там что-то 20 км в час. По внедорожью он не поедет, но вам этого хватит. Но если вы так же, как и я, любите вот эту вот всю дичь на природе, носиться по пескам, без вариантов. Вот это тот велосипед, который того стоит. Ну и если у вас есть $3000, такой маленький нюансик. В общем, на сегодня все. Ставьте лайк, подписывайтесь на этот канал, пишите в комментариях, если вы хотите больше обзоров про экологический транспорт, который производят в Украине. А мы встретимся через неделю. Пока!